в прошлой серии «Бедной Насти». Барон? Как вы посмели? Ваше императорское величество. Ваше присутствие во дворце крайне нежелательно. Я к тебе со всей душой, а ты... Я много что про это колечко знаю. А вот то, что мне неведомо, хочу у сычихи вызнать. Ну, должна же я была вам чем-то помочь. Благодарю. Жизнь вы мне точно спасли. Спрячь подальше и немедленно отправляйся к барыне. Меня зовут Анна Платонова. Мария Дарнт. Я прошу вас, расскажите все, что вы знаете. Только всю правду, без единой утайки. Цыгана убил. Забалуев. Правда? Откуда вам известно? В тот день пошла я в лес за хворостом. Гляжу, Забалуев идет. Весь в крови. Я сразу поняла, не его это кровь, а человека невинного. А следы привели в избушку. Жаль, только поздно. Цыгана спасти не удалось. Ну почему ты молчала? Теперь из-за вас настоящий убийца разгуливает на свободе. Да-да. Ну и меня тюрьма давно ждет. Пора и мне за свои грехи расплачиваться. Разве твои грехи можно сравнить с теми, что натворил Забалуев? Мои грехи пострашнее будут. Что может быть страшнее убийства? Как бы там ни было, обещай мне, что дашь показания против Забалуева. На тебя последняя надежда. Вряд ли она сможет нам помочь. Варвара не скоро вернется, а другим здесь делать нечего. Никто не должен знать о моем приходе. Да, конечно, конечно. Но не только у слов, у молчания тоже своя цена есть. Скажи мне, где сычиха. Получишь и за молчание, и за слова. Ну, а кто же ее знает, ведьму? На метле, наверное, улетела. Скажи-ка, а ты сможешь со мной расплатиться? Об этом не беспокойся. Угу. Ну, на метле она, конечно, не улетела. Сообщников, наверное, себе наколдовала. Ума бы кто тебе наколдовал. Какие могут быть сообщники у сычихи? Она же одна в лесу жила. Небось, повезло. Разбойники по ошибке напали на жандармскую карету. Она избежала. Думай, как хочешь. Марфуша. Толку от тебя никакого. Самой все придется узнавать. Постой, постой. Я тебе все рассказал, как на духу. Теперь и ты мне скажи. Зачем вернулась? Вы не рады меня видеть, барон? И я понимаю, почему? Напротив, мне очень приятно. Надеюсь, вы не придали значения неприятной сцене во дворце? Ваше Высочество, Его Величество правы. Мой отец, мягко говоря, был тоже не в восторге от нашей дуэли. К счастью, эта дуэль и ее причина остались далеко в прошлом.
Не так ли? Ольга Калиновская была лишь мимолетным увлечением. Стреляться было глупо. Для меня все выглядело иначе. Я с ума сходил от ревности. Ваше Высочество, я чувствую себя вдвойне виноватым. Из-за меня вам пришлось расстаться. Нет-нет. Это судьба. Вы фаталист? Ваше Высочество, простите за дерзость. Если бы было возможно все вернуть, вы бы по-прежнему хотели быть с Ольгой? Мне не жаль, что огонь, закипевший в крови, мое сердце сжигал и томил. Но мне жаль, что когда-то я жил без любви. Но мне жаль, что я мало любил. Все-таки тебя люблю, душа моя. При имени твоем трепещет печаль, по-прежнему сжимает грудь мою. Я за тебя, Создателя, молю. Я за тебя, Создателя, молю. Ненавижу барона. Быть рядом с Александром, слышать его голос. Ненавижу. Вы были во дворце? Это тебя твой хозяин научил совать нос не в свои дела? Почему я должна зависеть от этого труса? Я не собираюсь ему подчиняться. Ольга умна, чертовски красива. И в ней бушевала такая страсть. Да, она одна из тех женщин, которые способны довести до безумия. И тогда безумцы хватаются за пистолеты. Она и сама может решиться на отчаянный поступок. Моя невеста – полная противоположность. С ней я оценил тепло и покой, и я счастлив. Ваше Высочество, позвольте представить. Воспитанница моего отца Анна Платонова. Раз знакомства. Она пела на балу, после которого нам пришлось стреляться. Если вы слышали ее пение, то наверняка не забыли его и по сей день. Прошу прощения, я тогда был занят другими делами. Но я уверен, что ваш голос так же прекрасен, как вы сами. Анна – будущая актриса. Кстати, почему вы так задержались? Затянулась репетиция? Нет. Просто по дороге домой я стала свидетелем неловкой сцены в кондитерской. Одну молодую девушку хотели увезти в участок, потому что она не знала, как расплатиться за пирожные. Кто же делает покупки без денег? А она немка и совсем недавно приехала в Россию. От волнения она настолько растерялась, что мне пришлось помочь ей, потому что она не могла вымолвить ни одного слова по-русски. Я заплатила за пирожные, а потом мы с ней очень мило побеседовали. Надеюсь, она оценила благородство русской души. Не знаю, она как-то очень внезапно убежала. Я подумала, может быть, я чем-то обидела ее. Иногда нам трудно понять другого человека, особенно чужестранца.
Как забавно. Моя невеста тоже немка. Я бы очень хотел, чтобы вы с ней познакомились. Барон, окажите мне честь. Приходите с Анной на бал-маскарад. Бал, а тем более маскарады, в последнее время мне не по душе. Жаль. Я очень хотел услышать, как вы поете. Ради этого я готов надеть любую маску. Благодарю вас, ваше высочество. Это большая честь для меня. Когда я увидел на столе веер, я сразу понял, что Владимир прячет в доме женщину. Но я не мог предположить, что она окажется так восхитительна. Но это не мой веер. Впрочем, это не так уж и важно. Как ты посмел запереть меня? Я не ребенок и не дворовая девка. Что мне оставалось делать? Только сумасшедшей могла прийти в голову мысль обыскивать комнату Забалуева. Так ты считаешь меня сумасшедшей? А из-за кого я стала безумной? Прости, я не то хотел сказать. Бесполезно что-либо искать в комнате у Забалуева. Он не дурак, он замел все следы. Ну и медлить тоже нельзя. Я знаю, как доказать, что он фальшивомонетчик. И сделаю это без твоей помощи. Сиди, отдыхай, читай. Вот это тебя успокоит. Жизнеописание святых отшельников. Ну вот что ж ты, краля, ты моя встала, а? Ты что стоишь, а? Ну вот ты за что меня так мучаешь? Ты мне скажи, ты мне ответь, а? За что ты меня мучаешь? Что я тебе плохого такого сделал, а? Вот бесовское ты отродье, ты меня слышишь, а? Вот уже я тебе покажу, вот уже я тебе задам овса. Уж ты у меня дождешься, уж ты у меня будешь знать. Уж я тебе такое покажу, знаешь, что я тебе покажу? Вот что мне с тобой делать, Что случилось? И кто такой? Я приехал по поручению хозяина, а вот кобыла захромала. Волчья ты сыть! Ты меня слышишь, а? Кто барин-то твой? Барина у меня нету. Я человек вольный. А служу я у господина Забалуева. Вот по его приказу и приехал. Да вон видишь, чего творится, а? Вот что мне с тобой делать, ты мне объясни. Ну что, мы будем ходить или не будем, или так и будем Да тут зря стоять? только животное мучаешь. Отведи ее к нашему кузнецу. Он у нас хороший, подкует как надо. Благодарствуйте, барыня. Слыхала? Ну что, пойдем к кузнецу? Пойдем, дорогая. Ты иди по аллее, а от барского дома направо. Там и конюшня. Ну что, пойдем к кузнецу? Или так и будешь тут торчать? Сумку-то лучше снять. Строжайше запрещено. Так ей легче будет. Запрещено. Пойдем? Мы идти будем, нет? Боюсь, Сычиха рассказала нам правду слишком поздно. В суде вам никто не поверит.
Все подумают, что вы выгораживаете себя. Конечно. Кто поверит, полоумный? Зачем тебе понадобилось вину на себя брать? Чего ты добилась? Чтобы я всю жизнь прожила с убийцей? Я действительно не понимаю, зачем ты это сделал? Ну все. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Мы найдем другой выход. Я все вам рассказала. Теперь ваша очередь мне помочь. Найдите кольцо. Кто такая Анастасия? Не знаю. Не лги. На кольце было написано Анастасия. Если оно твое, ты точно знаешь, кто она, скажи мне. Забудь. Забудь об Анастасии. Сейчас самое главное — найти кольцо. Найти кольцо, пока... Что пока? Что пока? Что ты хотела сказать? Кольцо. Найдите кольцо. Тебе я должна за каждое слово платить, а ты от меня за даром ответы ждешь? За что ж тебе платить, Марфуша? И так все ясно. Петра Михайловича донимать вернулась. А ты про Петра откуда знаешь? Земля слухами полнится. Да и возвращение твое совпало с его воскрешением. А пропала ты точнёхонько, как он умер. Вместе оба целый год и пропадали. Думаешь, больно мудреная арифметика? Догадаться трудно. Может, и не трудно, только тебя это не касается. И слава Богу, слава Богу. Знаю. Покинутая женщина опаснее дикого зверя. А знаешь, так не мешай. А пока кроме тебя никто не догадался, нам сычиху-то с тобой отыскать надо. Она должна мне помочь. Карл Модестович! Карл Модестович! А, ты здесь. Марья Алексеевна, что с вами? Андрей Платоныч, дорогой мой, будьте другом. Весь к вашим услугам. Откройте, пожалуйста, дверь. Ключик видите? Вижу, вижу. А что случилось? Сквозняки. Дверь захлопнулась. Ах, сквозняки! А я-то грешным делом подумал, запер кто вас? Да что вы! Но сам замочек-то не захлопывается. Неужели Соня наша пошутить захотела, и сынок любимый, или... Ну, хватит вам гадать. Открывайте. А неужели сам? Ах, да, ну кто же мог такую всесильную, такую умную, красивую, такую проворную, кто же мог под замок-то посадить? Трудно вам ключик повернуть, да? 2 раза всего. Марья Алексеевна, дорогая, я к вам всей душой, теща моя любимая. Однако тестя ослушаться не решаюсь. Ну, правильно. Правильно делаете. Пока мы тут с вами мило беседуем, он-то как раз старается доказать, что именно вы фальшивомонетчик. Как это я? Это же вас обвинили. Ждите, ждите, когда к вам пристав придет. Какой это пристав? Я вам не верю.
Мы уж клялись однажды, что союзниками будем. Да ну, когда это было, Андрей Платонович, вспомнили. А сейчас мне до вас никакого дела нет. Я о муже беспокоюсь. Такое опасное дело затеял. Ой, и доказать ничего не докажет, а сам пострадает. Андрей Платонович, вы здесь? Да здесь я, здесь. Ну, да вы что? Боитесь, что ли, меня? Я не боюсь. Чай воевать пришлось. Я опасаюсь. Ну, мы так наслышаны о ваших подвигах военных. Ну что вы, один против 7 французов. А тут женщина. У меня ни яду, ни ножа, как у вас нету. Посиди-ка лучше в заперти. Андрей Платонович, не уходите. Не уходите. Ну, какой вы нерешительный, правда? Лучше скажите, что ваш муженек затеял. Ну, я же не могу кричать через дверь. Отоприте. Ну, так отойдите на другой конец комнаты. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну вот, отошла. Ну вот видите, как все просто. А вы боялись. Проходите, проходите. Нет, посмотрите, нет ли кого в коридоре. Никого. Интриган. Вы хотели встретить того, кому я письмо передавала? Больно ты любопытная, голубушка. Я таких слуг не люблю. В городе не сиделась еще? А то я с бароном поговорю, он тебя мигом отправит. Я-то не из любопытства спрашиваю. Я половчее да поизворотливее барона. О чем ты? Одно поручение я уже выполнила. Могу еще сгодиться. Письмо-то, что я во дворец доставляла, дошло? Понятно, к чему ты клонишь. Посмотрим. Может, и сгодишься. Расскажи мне об Анне. А что о ней рассказывать? Счастье само к ней в руки плывет. И покойный барон в ней души не чаял, и актрисой стала. И от мужиков покоя нет. Что барон, что князь. Он к ней неравнодушен? Об этом все знают. Никакой тайны тут нет. А известно ли тебе что-нибудь такое, ну, что для всех тайна? Мне легче будет с Корфом обращаться, если я про Анну буду больше знать. И чем же я вас так заинтересовала? Сколько у вашего отца было воспитанниц? Может быть, вы прячете еще одну? У моего отца была только одна воспитанница. Прошу прощения. Я, очевидно, задал бестактный вопрос. Отнюдь. Тот веер предназначался Ане в подарок, она об этом не знала. Сожалею.
Сюрприза не получится. Вы с такой нежностью и трепетом относитесь к своей... И я бы тоже хотел подобрать определение нашим отношениям. Она мне не сестра, больше, чем друг. Я бы хотел назвать ее своей возлюбленной. Мне только вам трудно разобраться в своих чувствах. Со мной это тоже случалось. А ваша невеста? Она любит вас? С ней я нашел свое счастье. Более мечтать не о чем. Странно, в последнее время мне очень часто приходят мысли об Ольге. Она даже стала мне мерещиться. Я понимаю, что это невозможно, но... А если бы это было возможно? Если бы она оказалась здесь? Как бы вы поступили? Не знаю. Сычиха точно знает, кто такая Анастасия, но почему-то это скрывает. Мне кажется, что судьба этой таинственной особы волнует вас больше, чем ваши собственные. Вряд ли Анастасия имеет какое-то отношение к Забалуеву. Ой, как хорошо, что я вас встретила. Я видела слугу Забалуева. Что он здесь делает? Забалуев его послал с поручением, а лошадь захромала. Я его послала к нашему кузнецу. Такой слуга подозрительно себя как-то ведет. И у него в сумке что-то важное было. Он волновался за нее. Молодец, Соня, все приметила. А давно он пошел на конюшню? Ну, с четверть часа не прошло еще. Неспроста он здесь оказался. Пойдем скорее, надо его расспросить. Ага. Ты на кой черт сюда заявился? Ты что творишь, дурья башка? Барин, кобыла захромала. Я тебе что приказал? Да я чего? Кобыла! Нашел, куда явиться. К Долгоруким. Чтоб духу твоего здесь не было. Немедля. Чуть не убила кобыла. Зачем ты лжешь? Признайся, фальшивые деньги ты получил от Забалуева, а не от моей жены. А что толку в признаниях? Мне, по крайней мере, никакой выгоды. О выгоде мы поговорим. Непременно. Даже так? Ну что ж, тогда попрошу наличными и вперед. Обычно платят за ложь, а не за правду. А мне в любом случае, что ложь, что правда, рисковать не хочется. Но ты же уже рискуешь. Правда откроется. Значит, ты лжесвидетель. А где она? Правда-то? А не пойти ли тебе к нам в имение управляющим? Не знаю. Да, мне как-то на старом месте привычнее. А за двойную плату? Ой, князь, обманете ведь. Не забывайся. Ну, хорошо. Я подумаю. Не тяни с ответом. Мне пора. Заждались. Жена и детки? Соскучились, небось, за год-то. Мы с тобой о деле говорили. О моей семье тебе знать незачем.
Давеча вы меня опять спросили об Ольге. Почему? Вам что-нибудь о ней известно? Может быть, она опять в Петербурге? Я неспроста про нее спросил. Ваш опыт помог бы мне разобраться в отношениях с Анной. Я не понимаю, какая связь? Как можно забыть женщину, которая была смыслом жизни? О, а что делать? Пришлось смириться. К тому же жизнь не стоит на месте, и я нашел в ней новый смысл. А Ольга? Нашла ли она силы забыть вас? Вдруг все еще надеется? Надеется? Нет, Ольга умная женщина. Уверен, она нашла свое счастье. У меня есть невеста, я абсолютно счастлив. Да вы сами все поймете, когда с ней познакомитесь. Уверяю вас, у меня не было дурных намерений, когда я расспрашивала вас Полину. Надеюсь. В этом доме у меня и так достаточно недоброжелателей. Благодарю. Анна, мы обе не безразличны Владимиру Ивановичу. Почему бы нам не стать подругами? Вот как? Но если вы этого хотите, не обязательно расспрашивать обо мне Полину. Ничего такого я не говорила. Зато много сделала. А не попросить ли мне Владимира Ивановича, чтобы он отправил тебя в деревню? Не отправит, я здесь нужнее. Госпоже Болотовой прислуживаю. Если вам неприятно ее присутствие, я могла бы обойтись и без прислуги. Ну что вы, к чему же такие жертвы? Я могу попросить у Владимира, чтобы он нашел мне другую служанку. Вы знаете, он мне ни в чем не отказывает. Не сомневаюсь. Только, пожалуйста, не беспокойте его сейчас. Он очень занят разговором с цесаревичем. С Александром? Здесь? Сейчас? О, следы. А? Следы! Упустили. Жаль. Он бы многое мог нам рассказать. Он мне не показался разговорчивым. А вот Михаил умеет с людьми разговаривать. Он бы выяснил что-то. Интересно, что за поручение ему дал Забалуев? Может, это и есть главная тайна? В сидельной сумке что-то важное было. Он очень испугался, когда я о ней заговорила. Фальшивые деньги. Может быть. Может быть. Дмитрий! Иди сюда! Чего извольте, барни? Из чужих кого не видел? Неужто украли чего? Ну, говори, что спрашивают. Странники заходили. Но это позавчера было. А ныне нет, не видал никого. Нет. Погодите, барыня, муж ваш с кем-то разговаривал. Ну? Человек не из наших. По виду крестьянин. Ну куда ж подевался-то? Барин-то с ним поговорил. Потом сумку с его лошади снял и приказал свою запрягать. Потом поехал. Давно? Да вот только что. Барин в одну сторону, а холоп его на кобылке своей в другую поковылял. Ну, я пошел. Стой. Лошадь седлай побыстрее. Конечно. Стойте, я с вами. Елизавета Петровна, не стоит. Ну? Это предприятие не для молоденьких барышень. Не барышня, а барыня. Я должна с ними поехать. Михаил сказал, не надо. Ну что, мне сидеть дома и ждать, пока папеньку в тюрьму посадят? Нет. Что хозяйка, что служанка. Обе сумасшедшие.
Лучше я буду ей прислуживать, чем тебе угождать, дворянка липовая. А ты думаешь, мне всю жизнь легко да радостно было? Ты-то должна меня понимать. Да куда уж нам, дворовым-то девкам? Полина, мы обе с тобой выросли без родителей. Ты знаешь, как это тяжело. Ты хотя бы знала, кто они. А я подкидыш. Меня нашли в корзинке у порога. Лучше бы я замерзла тогда, чем так жить. Прости, я не знала. Да что ты вообще обо мне знаешь? Выросли под одной крышей, а ты ни разу меня ни о чем не спросила. Понятно. Вам ли с челядью знаться? Зачем ты так? Я тебе так сочувствую. Не нужно мне твое сочувствие. Полина, а что, если разыскать твоих родителей? Не знаю, знать не хочу. Кто бы они ни были. А хорошие люди детей не бросают. Хотя они, может быть, из благородных, в отличие от некоторых. Так что еще посмотрим, кто кому прислуживать должен. О, барин! Доброго здравия! Не слишком ли ты пьян, братец? Господь с вами, ни в одном глазу, как можно? А у меня к тебе поручение имеется большой важности. Сам знаешь, куда везти. Дорогу-то помнишь? Как не помнить? Не впервой поди. Лошадь мою возьмешь, так быстрее будет. А как же вы пешим-то? Доберусь. А дома-то что скажете? Уехал на лошади, вернулся пешком. Не твое дело, дурень. Куда лошадь дел, куда лошадь? Сдохла. Сбросила и сбежала. Давай поворачивайся. Да. Сумку-то спрячь и смотри за ней в оба. Угу. Ступай. Сдохла. Ну, жду благодарностей. Долгорукому и в голову не пришло, что ты здесь. А что это за история с фальшивыми деньгами? Забалуев обвинил княгиню Долгорукую в подделке денег. А ее благоверный всю вину взял на себя. Вот и все. Видать, любит супругу-то. Ну, это мы посмотрим. Да. Как думаешь, много ли Петр Михайлович заплатил бы мне, скажи ему, что ты здесь? Я дам больше. Где ты так разбогатела? Еще недавно в крепостных девках ходила. А ты знай, помалкивай. Скоро у меня жизнь изменится. И у тебя. И еще у некоторых. Чего это ты задумала? А, Марфа? Где он? Ушел. Не пытайтесь удерживать меня. Вы никуда не пойдете. Не смейте. Какое вы имеете право не пускать меня? Право хозяина этого дома. Я не дворовая девка. Оставьте меня. Выпустите меня немедленно. Он был здесь. Он сам пришел ко мне. Не к вам. Это был знак судьбы. Что бы это изменило? Почему вы не сказали мне, что он здесь? Что бы это изменило? Многое. Не думаю, что к лучшему. Я должна его видеть. Поздно. Должна. Слишком я поздно. Я догоню. Прикажите карету. Ни в какой карете, ни в какой карете вы за прошлым не угонитесь. Нет, оставьте меня. Оставьте меня. Почему вы думаете, что я не смогу его вернуть? Потому что я знаю о нем больше, чем вы. Нет. Что вы знаете? Как он любит меня, как он любил меня, как
Ах, он какие слова он мне говорил. Вы знаете все о прошлом, я кое-что о будущем. А, так вы пророк. Нет. Но он сам признался мне, что ваши прежние отношения были бы невозможны. А я не верю. Просто вы разочаровались в любви, не добились взаимности, вот и злорадствуете. Вы боитесь правды. Вы не желаете видеть, что происходит вокруг. Мир меняется, люди меняются. Не все подвластно вашим желаниям. У меня есть только одно желание – видеть его. Да сядьте вы, наконец! Вы будете разочарованы. Поверьте. Он не мог забыть меня. Он не забыл вас. Но его любовь прошла. Это вы так думаете. Я это знаю. Он сам мне сказал. Он любит другую. Любит по-настоящему. Он скоро женится. Вы должны это понять и принять. Это судьба. Смиритесь. Хорошо. Я больше никуда не собираюсь бежать.